В Австралии, в небольшом, но оживленном городе Данденонг, однажды произошло необычное, но в то же время тревожное и трогательное происшествие, которое всколыхнуло не только работников одного из городских заводов, но и всех, кто впоследствии узнал эту историю. Обычный день, ничем не примечательный, как и многие другие, неожиданно обернулся событием, которое навсегда осталось в памяти одной женщины, сотрудницы местного завода. Она, как обычно, вышла на обеденный перерыв. День был жаркий, солнце ярко светило, и женщина решила пройтись немного по территории, чтобы подышать воздухом и размяться. На территории завода находился стандартный мусорный бак. Металлический, с крышкой, установленный на окраине участка, ближе к забору. Это было обычное место для отходов, и никто даже не обращал на него внимания. До сегодняшнего дня. Женщина медленно шла мимо контейнера, уже думая о том, что приготовила себе на обед, как вдруг краем глаза заметила что-то странное. Из нижней части мусорного бака, из маленького отверстия, предназначенного для дренажного слива жидкости, торчала кошачья голова. Голова была неподвижной, глаза животного были широко раскрыты, мордочка выглядела напряженной и напуганной. От неожиданности и ужаса женщина едва не закричала. Первой мыслью было самое страшное. Она решила, что кто-то из жестокости отрезал кошке голову и выбросил ее. Сердце застучало чаще, в голове пронеслись пугающие картины. Однако через мгновение она заметила, что глаза животного моргают, усы подрагивают, а изнутри контейнера слышится слабое жалобное мяуканье. Это был живой кот. Просто его тело находилось внутри бака, а голова каким-то образом застряла в этом узком отверстии. Женщина сразу поняла. Он не погиб. Он жив, но попал в страшную ловушку и не может выбраться. Кошка явно пыталась освободиться. Ее голова была натянута, шерсть вокруг отверстия грязная, взъерошенная. Отверстие, через которое кот просунул мордочку, предназначалось для стока жидкости и было не больше нескольких сантиметров в диаметре. Видимо, кот, привлеченный запахом еды, залез внутрь контейнера в поисках чего-нибудь съедобного. Не исключено, что он долго бродил по окрестностям, был голоден, а закрытая крышка бака не дала ему выбраться обратно. Поняв, что другой выход ему не найти, он попытался вылезти через дренажное отверстие, но оказался в ловушке. Голова прошла, а вот тела нет. Котик оказался в крайне неудачной и опасной ситуации. Он был напуган, его дыхание учащалось, он метался в пределах возможностей, но все тщетно. Женщина поняла, что действовать нужно немедленно. Сначала она попыталась освободить животное самостоятельно. Аккуратно пыталась сдвинуть его голову назад, нащупать, как бы облегчить проход. Но кот шипел, вырывался и отчаянно сопротивлялся. Он был в панике и, очевидно, испытывал боль. Поняв, что одной ей не справиться, она побежала за помощью. На зов откликнулись несколько коллег. Люди сбежались, не понимая сначала, что происходит, но, увидев кота, моментально включились в работу. Кто-то предложил смазать отверстие маслом, чтобы облегчить скольжение. Другой туан принес полотенце, чтобы обернуть мордочку и обезопасить животное и людей от возможных царапин. Однако, несмотря на все старания, освободить животное не удавалось. Котик все сильнее выматывался, его движения становились все слабее. Ситуация становилась все более серьезной. Становилось ясно, что без участия специалистов обойтись не удастся. Было принято решение вызвать спасателей и ветеринарную службу. Пока ждали помощь, люди не отходили от кота. Его успокаивали, с ним разговаривали, кто-то гладил его по голове, кто-то просто сидел рядом, чтобы бедняга чувствовал, что он не один. Спустя около часа на место прибыли спасатели со специальным оборудованием. Вместе с ними приехал ветеринар.
который оценил состояние животного. Коту дали легкое успокоительное, чтобы снять стресс и уменьшить риск травм. После этого началась операция по спасению. Металлический контейнер пришлось аккуратно разрезать. Работала болгарка, и этот звук еще больше пугал бедного кота. Несмотря на анестезию, он все равно чувствовал вибрации и слышал шум. Работали крайне осторожно, чтобы не повредить животное. Каждый сантиметр реза согласовывался с ветеринаром. Все затаили дыхание. Наконец, спустя напряженные минуты, отверстие было расширено настолько, что можно было освободить голову кота. Один из спасателей осторожно подхватил малыша и извлек его наружу. Все присутствующие облегченно вздохнули. Кто-то не сдержал слез. Так трогательно выглядело это измученное, но живое и, наконец-то, свободное существо. Кот оказался совсем еще молодым, по оценке ветеринара. Ему было не больше 8 месяцев. Он был истощен, весь в грязи и мусоре. Его шерсть свалялась, а глаза выглядели уставшими. Малыша тут же завернули в теплое полотенце и отправили в местный приют для животных. Там ему дали кличку «Fire», в переводе с английского «огонь», в честь спасателей, которые помогли вызволить его из металлической западни. В приюте котику провели первичный осмотр, обработали от паразитов, накормили и дали теплое место для отдыха. Сотрудники приюта были поражены тем, насколько он оказался выносливым и смелым. Несмотря на испытания, Фаер довольно быстро пошел на контакт, начал урчать, когда его гладили, и ел с большим аппетитом. Однако из-за полученного стресса ветеринары настояли на прохождении реабилитационного курса. Малышу нужно было восстановиться не только физически, но и эмоционально. Психологические травмы у животных – не редкость, особенно после такого ужаса, как долгий плен в металлическом контейнере и грохот режущего металла в нескольких сантиметрах от головы. Поэтому для Файера был составлен особый план. Спокойная обстановка, отдельное помещение без лишнего шума, общение с людьми только в небольших дозах, много ласки и вкусной еды. С каждым днем Файер чувствовал себя все лучше. Он начал играть, интересоваться окружающим, мурлыкать при виде знакомых лиц. Шерсть его постепенно очистилась, стала мягкой и пушистой. На глазах он превращался из испуганного, замученного котенка в веселого и ласкового питомца. Сейчас сотрудники приюта готовят Файера к следующему этапу – поиску постоянного дома. Когда он окончательно восстановится, ему начнут подбирать семью. Уже поступили первые заявки, история котика разлетелась по местным новостным лентам, ее опубликовали в социальных сетях, и многие жители Данденонга были тронуты мужеством этого маленького существа. Файер стал символом надежды, доброты и неравнодушия. Его история напомнила многим, что даже в самом обыденном дне может случиться нечто важное. И как важно быть внимательным к тем, кто не может попросить о помощи словами. Ведь иногда одно доброе действие, одно неравнодушное сердце – это все, что нужно, чтобы спасти чью-то жизнь. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!